Внимание, это пробная рубрика, поэтому не судите строго. Also my English comrades, I'm sorry, but English subtitles will be later in this week, so hide somewhere else or Ray will put his tentacle in your ass. Начнем. Из названия видео вы уже поняли, что это относится к голодным играм по нашей замечательной игре Don't Starve Together. Голодные игры, или сокращенно GI, это придуманный несколькими людьми режим игры в DST. Авторами GI являются Cunning Fox, Астронавигатор и PovDead 4. Как это вообще читать? Также нужно упомянуть того, без которого не было бы сервера для голодных игр. И это Jester OK. Все эти люди сделали на основе фильма про голодные игры отдельный VDST режим, который не щадит никого. Там много чего сильно изменено или даже переделано. Все персонажи без изменений не остались. Но это в другой раз. А сейчас у меня в планах было рассказать про стратегию для голодных игр, а именно Лунный остров. Ладно, приступим. Сразу скажу, что такой стратегии можно только дожить до арены, а вот победа на арене уже вопрос сложный. Но это так, к слову. Для рассказа стратегии мне нужно будет разделить ее на этапы, через которые я смогу рассказать все про стратегию. Первый этап. Отплытие. Этот этап может разделиться на два типа. Первый — это когда вы хотите провести все свое время на лунном острове. И второй — это когда вы хотите просто скрафтить на лунном острове оружие. Но я обязан сказать о главных изменениях в мореплавании. Самое главное — это то, что все рецепты, связанные с мореплаванием, делаются в 2 раза дешевле. Также вы плывете почти в 2 раза быстрее, используя любое весло или парус. Итак, в первом случае достаточно как можно быстрее найти или сделать плот с веслом и со своим напарником, оравой игроков, ну или в одну морду, докрести до лунного острова и там уже сделать базу. Только убедитесь, что вы приплыли на главный лунный остров, иначе вы можете случайно застрять на маленьком острове без возможности выбраться. Слышите сказку о Фаерсоле, который смог, бля. Нет, нет, игра вылетела! В таком варианте на остров можно приплыть уже на 4-5 день, тем самым обеспечить себя одним из самых лучших оружий в игре — лунным резаком. На лодку можно потом забить болт, так она вам больше не понадобится. Ведь вы все равно будете доживать свои оставшиеся дни на острове. Во втором варианте вам придется подготовиться чуть лучше. Так ваша главная база будет не на острове, а на плоту. На плоту нужно построить якорь, чтобы лодка не уплывала, и кострище, чтобы был свет, тепло, да и лодка не сгорела. Дальше, если вы нашли за первые 2 дня пауков, можете поставить парус для удобства, а так можете спокойно плыть везде при помощи весла. В таком случае вы можете спокойно приплыть на остров, сделать оружие и уплыть обратно на основной остров. Также в обоих вариантах будет очень хорошо, если вы словите заранее 6-8 кроликов. Количество зависит от игроков в команде. При помощи 2-4 кроликов можно сделать наушники против флейты и мандрагоры заранее, так другого шанса у вас потом не будет. Но во втором варианте у вас еще будет возможность это сделать. А оставшиеся 4 кролика потратить на создание шляпустника, чтобы можно было сделать ледяные амулеты или ледяной посох. Это желательно сделать в обоих вариантах, так что шляпустник всегда будет полезен, а лишний контроль от противника не помешает. Забыл сказать, что любая лодка постоянно отображается на карте, поэтому все будут знать о том, что вы уплыли на лунный остров. Теперь второй этап — выживание на острове. На острове вам нужно как можно быстрее найти лунную станцию и около нее уже начать строить базу. Для начала срубите золотые камни на острове и сделайте алхимическую машину с кострищем. Потом сделайте шляпустник, если, конечно, словили заранее кроликов, и факел. Вы ведь додумались убивать бобовичек перед отплытием, так? Разжигаете кострище, поджигаете факел от него и сжигаете пол леса. Добывайте уголь и делайте казан, можно больше. Делайте себе пару лунных резаков, так они только на 75 ударов рассчитаны, и кайфуйте от мощного оружия. Сам лунный резак наносит столько же, сколько и теневой меч с разбитой лупой, 268 урона, но в отличие от них он не тратит ваш рассудок, как теневой меч, и имеет больше, наверное, прочности, чем разбитая лупа. Ну а теперь, чтобы не сдохнуть с голода, ну или со скуки, бегайте, собирайте камни-фрукты и убивайте пауков. Из них можно легко добыть все ингредиенты на теле. Кстати, если камни-фрукт не сломать и не сделать его съедобным, то он никогда не испортится, даже от невзгоды порчи еды, что очень справедливо. Также при полном рассудке на вас начнут агриться белые тени, или лунные, неважно. Короче, на ГАИ, помимо того, что эти гондоны могут вас усыпить, так они еще 5 голода у вас с каждой своей атакой отнимают. Так что учитесь уворачиваться от этих сук. Еще на лунном острове рассудок поднимается и опускается от близкого нахождения со своим дистриком или врагом, так же как и на основном острове. Так что со своим напарником объединить рассудок не получится. Для этого нужен 3-й лишний. Еще на острове можете спокойно начать заготавливать себе лечебные мази и маффины из бабочек, так их очень легко добыть на лунном острове. И теперь заключительный, 3-й этап — арена и смерть. Вы уже подготовили все, что вам нужно: мощное оружие, броню, еду и хил. Выберите же бустерный шторм или лунные события. И наконец, вот она, арена, где вы сможете наконец сразиться с другими игроками. Но вас убивают почти в самом начале одна из вышедших вражеских команд.
при помощи кучи всякой магии. ディオ。ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。ダムダムダム。 Но на этом, в принципе, вся стратегия заключается. Главный плюс с нее в том, что вы 100% зарабатываете 15 плюс ГИ монет, на которые вы уже сможете купить сундуки и выбить себе предметы на следующую игру. Также есть альтернативная стратегия с Лунным островом, для которого нужны Вуди и желательно Вормунд. Вормунд делает 2 живого бревна, а Вуди из них делает 2 тотема гуся. Он использует первый тотем, прибегает на Лунный остров, становится нормальным, делает резаки, использует второй тотем и прибегает обратно на основной остров. Предварительно нужно убрать все предметы с руки, тела и головы. Но так как на сервере стоит модовая возможность носить броню, рюкзаки и амулеты сразу, то рюкзак можно не снимать, так как от трансформации он не выпадает с Вуди. На этом все. Это была пробранная рубрика. Так что буду ждать вашего мнения насчет него. Ну а пока что пока. Наконец-то!